Привет, ребята! И сегодня мы с вами поговорим о прекрасном городе Сан-Франциско, который я обожаю намного больше, чем все города до этого, которые я был в своей жизни, в принципе. Кроме, если не брать во внимание один город, который находится в Украине, город Киев. Мы сейчас говорим об этом, и я придумал такой формат, который вам максимально легче будет для восприятия этой информации. Самое холодное время года, которое я испытывал в Америке, это было лето Сан-Франциско. Первое, что я могу сказать по поводу Сан-Франциско, здесь уникальнейший климат. Вы ходите всегда вот так, то есть у вас будет ветровка, у вас будет джинсы, у вас будут кроссовки, и в принципе очень часто летом вы можете ходить просто в футболке. А так круглый год, и зимой, и летом примерно в одним цветом. Наверняка многие из вас видели эти невероятно красивейшие няшные фотки из этого города, где просто адски разнообразные дома, которые покрашены просто в сумасшедшие цвета. Да, это так, и в этом есть уникальность этого города. Здесь городское управление не производит надзор над тем цветом, который вы выбрали для вашего дома. То есть, если везде в Америке вам нужно согласовывать цвет дома с ребятами-бюрократами, то в Сан-Франциско есть закон, который, можете вы красить в любой цвет, лишь бы он был покрашен. Да, все вы знаете про невероятно крутой мост, который есть, Golden Gate Bridge, который знают просто все во всем мире. Этот мост без сомнения является самым знаменитым мостом в мире. Сделан он полностью из стали, а такой цвет был выбран исключительно из соображений экономии, ибо самая дешевая защита от коррозии, как правило, имеет красно-оранжевый цвет. Но уникальность его в том, что это не самый главный мост в Сан-Франциско. Он и не самый большой, не самый высокий, не самый длинный. Ну, в общем, он не самый-самый. Но о нем знает весь мир. А вот о другом мосте, который соединяет с Оклендом, Сан-Франциско, не знает никто, хотя при этом он в 3 раза длиннее и выше, и больше. Но вот так. Еще Сан-Франциско невероятно разнообразный по своему расовому, этническому и национальному составу. Настолько разный, что никакая Москва или Киев от приезжих людей в город вообще не страдает по сравнению с Сан-Франциско. В Сан-Франциско сейчас живет 40% населения, которые не были рождены даже в Соединенных Штатах. То есть здесь все приезжие. Бесспорно, многие из вас думают, что Сан-Франциско является самым свободным городом на планете. В плане ЛГБТ-движения, лесбиянок, геев и так далее. Но это лишь отчасти правда. Самый большой гей-парад в мире проходит в бразильском Сан-Паулу, где одновременно участвуют до 3,5 миллионов человек. Подобное действие же в городе Святого Франциска собирает всего лишь 2 миллиона. Даже в США есть места, штаты, где в среднем больше этих ребят, которые немножко другие, чем в Сан-Франциско. Например, на Гавайях или в Нью-Джерси чисто по статистике больше 5%, а здесь до 5%. Поэтому, как бы так. Сан-Франциско реально очень большая русскоговорящая комьюнити. Сан-Франциско очень многонациональное место, город, где, например, проживает каждый 5-й здесь китаец и очень много японцев. Но, как вы можете видеть, здесь есть и русский район. Вот сейчас я в нем нахожусь. Святая церковь, в общем, какой-то девственница себе под названием. Хочу зайти посмотреть, что там у нас в плане аутентики местной. Русскоговорящий. На русской улице я обнаружил не менее 5 маркетов, в которых можно было приобрести почти все. От украинского борща с киевским тортом до красной икры. Там, мягко говоря, не все русские живут, в плане того, что даже вообще их тяжело русскими назвать, но они по-русски просто говорят. Но это, в принципе, реально присутствует. Здесь невероятно большая комьюнити и, в принципе, серьезно может соперничать с ней только лишь, возможно, комьюнити в Лос-Анджелесе и, конечно же, Брайтон-Бич. Еще Сан-Франциско отличается невероятно маленьким размером. Это квадрат всего лишь 10 километров на 10. Может, чуть-чуть больше. А все остальное это просто океан, залив и так далее. Выходит так, что меньше по площади, чем Москва в 22 раза или Киев в 7 раз.
самое крутое всегда заканчивается, и моя поездка в Сан-Франциско не исключение. Это прекрасный город, я всем советую здесь побывать хотя бы пару дней. Вы поймете, насколько это крутецкий, возможно, самый невероятный город на планете. Ну, я, конечно, не во всех еще был, но в Америке это однозначно один из самых невероятных. Ну и мое самое любимое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ведь, как вы видите, я ценю ваше время.